Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я решила показать вам один короткий сюжет с советом о том, как лучше и как удобнее добавлять семена в хлебное тесто. Очень часто мы хотим испечь хлеб с семечками, можно разными способами добавлять эти семечки, и я для себя выбрала один из способов, он очень удобный. Сегодня речь пойдет о семенах, которые не очень влагоемкие, которые не очень много берут воды. Например, это кунжут и тыква. Есть еще другие семена, которые много впитывают воды, про них разговор пойдет в другой раз, например, это лен. Если семена много берут воды, их надо предварительно замачивать. А вот семена подсолнечника, тыквы и, например, кунжута, они воду впитывают не очень сильно, поэтому их можно добавлять прямо сухими, либо поджаренными. И то же самое относится к орехам. Если вы хотите добавить дробленые орешки, вы можете поступать так же, как я сегодня вам покажу. Итак, приступим. Вот здесь у меня бродит тесто хлебное на закваске. В данном случае совершенно не важно, какое это тесто. Оно у меня находится еще в первой стадии брожения, то есть я ему выполнила несколько складываний обминок, и сейчас я буду добавлять семена. Смачиваю поверхность стола. Этот способ очень удобный для теста средней или выше средней влажности, то есть где-то от 65% и выше. Просто более густое тесто вам будет сложнее растянуть. Метод называется ламинирование. Вы могли его видеть у меня в других моих видео. В данном случае тесто у меня не очень жидкое. Оно не очень охотно тянется. Но вы можете сделать более влажное тесто. Оно будет чуть проще растягиваться. Так, растягиваем его по поверхности. Тут у меня штатив. То есть берем от центра тесто и тянем в стороны. Стараемся не рвать. Если возник какой-то небольшой подрыв, это не критично. Не переживайте по этому поводу. Аккуратно закройте отверстие тестом и продолжайте дальше растягивать. Все, я растянула тесто в пласт. Дальше я беру сначала те семечки, которые крупнее. И высыпаю их на поверхность. Эти семена у меня заранее уже промытые, обсушенные и сложенные на хранение. Ну а так любые семечки, прежде чем добавлять, лучше помыть, обсушить и только потом добавлять. Все, я положила семян столько, сколько мне хочется. И беру второй вид семян, у меня кунжут. Белый кунжут. И посыпаю его сюда. Почему мне нравится этот способ? Если мы добавляем семечки в начале, вот такие сухие семечки, в начале замеса, то краями своими эти семена начнут рвать нам клейковину и препятствовать качественному замесу теста. Если мы добавляем при обычных обминках, то есть, например, мы обминаем тесто, сверху посыпали семечки и начинаем обминать тесто, то тогда часть семечек оказывается у нас на поверхности, при формовке они начинают отваливаться, то есть они выходят на поверхность и мешают нам дальше работать с тестом. А вот этот способ помогает оставить все семена внутри, распределить их равномерно, то есть чтобы не было такого, когда вы разрезаете хлеб, в одном месте у вас густо, а в другом пусто. И вот при таком способе у нас все семена абсолютно равномерно распределяются. И начинаем с краю аккуратно заворачивать наше тесто. Все. Все семена оказались внутри теста. Они там равномерно распределены. Ничего не отваливается с поверхности. И сейчас я отправляю тесто на брожение дальше. Оно у меня будет бродить еще примерно 2 часа.
И после этого я буду делать формовку. Покажу вам дальше, как будет это тесто вести себя при формовке. Ну вот такой способ простой, удобный, очень легкий в работе. Я думаю, он вам будет тоже удобен и интересен. Используйте его. А я покажу вам готовый хлеб и как в нем распределяться семена. Тесто, которое я ламинировала с семенами, пробродило положенное время. Смотрите, какое оно живое, прям шевелится. И пора его заформовать. Подсыпаю на поверхность муки. Подсыпаю муку на стол. И выкладываю тесто. Нежное, хорошее тесто. И сейчас мы сделаем ему формовочку. Как делать формовки, у меня есть об этом видео. Я показала основные типы формовки. Оставлю ссылки в описании, смотрите. Ну и сейчас я заформовала этот хлеб. И отправляю его в расстоечную корзину на расстойку. Ну а потом буду выпекать, и после выпечки покажу вам его в разрезе. Вот такой у меня получился хлеб с семечками. И хочу обратить ваше внимание на такую вот деталь. Посмотрите на него внимательно. Он получился неровный. А неровный он такой получился из-за того, что я поторопилась, не стала делать предформовку, сразу ее сформовала и отправила на расстойку. Если бы я сделала предформовку, округление и потом уже формовку, хлеб был бы гораздо ровнее и красивее. Тесто бы перераспределилось, газ перераспределился, и тогда хлеб получается идеальный по форме. Здесь он не идеальный, возьмите себе на заметку, в копилочку и не делайте такое упущение. Я не скажу, что это ошибка, но это упущение. Давайте его разрежем. Очень мягкий, просто невозможно мягкий хлеб. И смотрим. Абсолютно равномерно распределились у нас семечки. Нигде нет скопления, так чтобы я видела где-то много, где-то пусто. Равномерно, красиво, везде есть семена, хорошо развился мякиш, хорошо раскрылся. Прекрасный результат, чего я вам желаю. Надеюсь, вам понравился этот маленький урок. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, задавайте вопросы, пишите, что вас волнует. Будем вместе разбирать, будем печь и испечем еще много всего интересного.